Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень эффектный в разрезе чизкейк тирамису. Чизкейк готовится очень просто и быстро. Моего личного времени понадобится буквально 10 минут на его приготовление, плюс время для выпечки. Чизкейк этот получается необыкновенно нежным, очень пропитанным, сочным, со вкусом всеми любимого десерта тирамису. Все покажу и расскажу в данном видео. Готовить будем сам чизкейк даже без применения какого-либо миксера. Замешивать будем просто ручным венчиком. И получается вот такая красота в разрезе. Итак, сначала мы приготовим творожно-сливочную основу. Здесь у меня творожно-сливочного сыра 600 грамм. Добавляю туда 100 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, либо же можете использовать ванильный экстракт, одно яйцо среднего размера, весом примерно 50 грамм без скорлупы. Все это просто перемешиваю. Все продукты здесь я использую охлажденные. И также я добавляю туда 25 грамм кукурузного крахмала. Если у вас нет творожно-сливочного сыра, конечно же, его можно заменить на жирный творог. И добавляйте обязательно тогда щепотку соли к этой массе. Если вы будете использовать жирный зернистый творог, перед этим его нужно пробить блендером. Для шоколадного теста я беру 30 грамм какао, 150 грамм муки и 9 грамм разрыхлителя. Все это перемешиваю до однородности и отставляю пока в сторону. Замешивать я все это буду, как я уже сказала, даже без миксера. 3 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм каждое яйцо, комнатной температуры. Щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 120 грамм сахара. Все это перемешаю до однородности. 80 мл молока комнатной температуры и 120 грамм растопленного сливочного масла. Здесь я не советую заменять сливочное масло на подсолнечное, на растительное. Если будете заменять, то лучше брать рапсовое масло или другое какое-то растительное масло, потому что очень ярко будет выделяться подсолнечное масло во вкусе чизкейка. Оно может его просто испортить. Добавляю туда всю сухую смесь, теперь просеиваю. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Выпекать я это буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Как я уже сказала, все основные ингредиенты для самого чизкейка замешиваются даже без использования самого маломощного миксера. Делаем все это просто лопаткой и ручным венчиком. Форма для выпечки у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можно использовать и круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Если вы хотите испечь маленький такой чизкейк вдвое меньше, тогда следует наполовину ингредиентов, указанных в рецепте, брать круглую форму 20 сантиметров в диаметре. Шоколадное тесто пока я отставляю в сторону. И светлую сырную массу я делю примерно на 2 равные части. Одну часть я сразу же выкладываю в кондитерский мешок. Если нет кондитерских мешков у вас, можно смело использовать мешки для заморозки продуктов. И во вторую половину этой сырной массы я добавляю 1 столовую ложку порошкообразного быстрорастворимого кофе. То есть я его не развожу ни в чем, этот кофе. Я намеренно добавляю его сухим, чтобы не разжижалась эта масса. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли добавлять свежесваренный кофе. Но здесь это как бы не рекомендуется, чтобы не добавлять излишнюю влагу, тем самым уже вот к сырной массе. Меньше сахара здесь я брать не советую. И очень-очень важный момент. Сыр, который мы используем, творожно-сливочный для этого чизкейка, должен быть практически не соленым, скажем так, очень мало соленым. Уже знаю из опыта, из многолетнего, у какого производителя можно купить творожно-сливочный сыр очень-очень слабо соленый. Вот всегда использую именно такие сыры. Филадельфия даже подойдет, она просто не очень бюджетная, но можно использовать. Либо же творог просто брать, жирный творог, и использовать его тогда. И слегка, прям капельку его, малюсенькую щепоточку соли подсолить тогда этот творог. Сейчас всю светлую сырную массу я выкладываю вот такими бороздами на шоколадное тесто. И поверх этих светлых бороздок я отсаживаю уже кофейные борозды, если так можно выразиться. И, в принципе, у меня уже вся моя работа завершена здесь перед выпечкой. Он делается очень быстро.
Духовка у меня уже заранее разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать этот чизкейк я буду сейчас в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, без конвекции, примерно 45-50 минут. Выпекать я его буду на среднем уровне, то есть совершенно обычно. Проверяем его готовность деревянной шпажкой, чтобы она и из шоколадного теста, и из сырно-сливочной массы выходила сухая и чистая. Главное здесь не передержать этот чизкейк в духовке, потому что будет хотеться его еще попечь, но этого делать не нужно, иначе он у вас будет высыхать. Итак, у меня прошло уже примерно 50 минут, чизкейк мой испекся, он сейчас еще очень так пышно выглядит, сейчас он у меня остынет полностью до комнатной температуры, он естественно выровняется, когда он уже остынет. И когда он уже у меня полностью остыл, я готовлю крем для украшения, который обязательно присутствует всегда в десерте тирамису. Итак, 300 грамм охлажденного сыра маскарпоне, 200 миллилитров очень холодных сливок для взбивания, 300 грамм творожно-сливочного сыра, 120 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара. И добавляю туда сейчас обязательно несколько капель ромовой эссенции. Если вы хотите это сделать с алкоголем, можно уже во взбитый готовый крем добавить пару столовых ложек коньяка. Я же делаю, как правило, безалкогольную версию, поэтому я добавляю ромовую эссенцию. Сейчас я все это взбиваю просто до устойчивых пиков. Крем этот 100% всегда получается, главное его здесь не перевзбить. Когда уже увидите, что венчики у вас прокручиваются так уже достаточно с нажатием, следует уже прекратить взбивание. Итак, чизкейк у меня сам по себе полностью остыл уже до комнатной температуры. Я его сейчас при помощи ножа тонкого вырезаю из формы, снимаю форму. Видно даже, когда до него я дотрагиваюсь, насколько он мягкий. Он прекрасно берется в руки. Я прекрасно отделяю от него бумагу для выпечки, устанавливаю его опять в эту же форму и сейчас выкладываю на него крем. Итак, половину крема я сейчас выложу в кондитерский мешок обязательно и буду делать такое типичное для десерта тирамису украшение в виде таких капель. И половиной крема я сейчас как бы выровняю, скажем так, этот десерт. Вы можете вообще не использовать здесь никакой крем. Можете использовать только половину этого крема, то есть все как вам нравится. Вы можете сделать крем для тирамису также буквально из 2 ингредиентов. Есть у меня отдельное видео, я вам ссылочку оставлю на то видео обязательно в описании к этому видео. То есть там берется просто маскарпоне и сгущенка и добавляется также ромовая эссенция. Но там важно не перевзбить тот крем и к нему просто приспособиться. Сейчас я выравниваю вот эту поверхность и отсаживаю так называемые капли. Просто насадкой круг. Если у вас нет насадки круг, наверняка переходники для насадок есть у многих. Можно одеть переходник для насадки и просто использовать в качестве кондитерской насадки его, сам переходник пластиковый. Конечно, если вы не захотите использовать здесь вообще никакой крем, у вас просто получится кофейный шоколадный чизкейк, уже без вкуса того самого десерта тирамису. Это просто я для информации говорю, кто захочет вообще просто сделать без всякого крема. Десерт я отделяю от формы при помощи ножа. Перед тем еще как посыпать его какао-порошком. Как и на десерт тирамису, какао посыпаю обильно, где-то грамм 20 какао у меня здесь ушло. И в принципе уже мой десерт готов. Очень бережно сейчас снимаю с него форму. Мы для этого в принципе и вырезали его заранее из формы, чтобы не повредить потом уже этот крем и чтобы форма у десерта была уже идеально ровная, благодаря этим бортикам от формы. Его уже можно нарезать, потому что крем холодный. Нарезается он обычным сухим холодным ножом. Нежнейший, очень-очень мягкий и сочный. Повторяю, что очень важно здесь момент не брать сильно соленый сыр, потому что это будет чувствоваться во вкусе. Это во всех чизкейках, особенно в шоколадных, в кофейных, всегда лишнее присутствие соли. Оно сразу же чувствуется очень во вкусе. Поэтому, пожалуйста, выберите очень малосоленый творожно-сливочный сыр. Или же творог просто жирный используйте. Вот такая красота получается в разрезе. Крема, на мой взгляд, здесь оптимальное количество, так же, как и в самом десерте тирамису. Прекрасно он нарезается даже на очень-очень мелкие нарезные пирожные, этот десерт. Прекрасно надламывается вилкой. Видно, какой он нежный, какой он пропитанный. И это количество здесь указанное в видео
рассчитано примерно на 15-20 порций. Он прекрасно надламывается вилкой, держит форму. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.